Всем привет! Так, начинаю новую торговую сессию. Как я говорил в прошлом видео, перехожу на новые риски. Отлично прошел новый порог в 120 долларов, поэтому буду переходить на риски в 1,2 доллара на сделку. Перед этим был доллар. То есть каждые 20% я буду увеличивать риски и делать так, чтобы мой депозит рос пропорционально рискам. Так, сейчас я хочу сразу увеличить. Кстати, почему вот здесь у меня на этой монете у меня в токенах выставлено, сейчас выставляю в долларах. Сразу хочу настроить объемы, размеры ордеров. Так вот у меня стояло по 100 долларов, теперь пропорционально увеличим объемы. За день я должен максимум потерять, точнее не должен, а могу максимум потерять, это 4% от депозита. Если раньше это было на 100 долларов 4 доллара, то сейчас примерно 5 долларов. Я округлил 5 долларов от 120. Так что вот так. Так, 120 это 6. Поставим еще парочку небольших. 30 ставится и давай какой-то еще объемчик. Но это по идее не важен. Поставлю маленький, просто может где-то проверять. Что-то буду так. Все, выставились объемы есть под новые риски. Так, вот, кстати, мой сейчас баланс посмотрю. Это, кажется, у меня было 122 доллара на балансе. И это, получается, максимум сегодня можно опуститься только до 17. Но в любом случае, надеюсь, что будем в плюс торговать. Блин, что вышло с аккаунта? Почему-то тайгер не открывается. О, открылся. Все отлично. Да, 122 и 39. То есть, если у меня стоп 117, это самое худшее, что я могу увидеть. Но я в любом случае не рассчитываю, даже если будет убыточный день, в идеале до лимита не дойти. И еще хорошо будет, если это все не за одну торговую сессию. Потому что я... Вот, кстати, комиссии немножко. Так, все отлично. Давайте откроем скринер и начнем отбирать монетки. Так. Что у нас сегодня ходит? Ой, какой хороший рейндж. Просто боковик на РВН. Тут я уже буду рассматривать распил. Сейчас посмотрим только в какие стороны и как его лучше торговать. Потому что если очень долго цена стоит, по моему опыту, там в какую сторону людей бы не загоняли, все равно найдутся и лонгисты, и шортисты. Так, РВН это он? Вроде он. Что-то на 5-минутке там. Ну, в принципе, вот так вот, да, я понял почему. Он так отображается. Тут, кстати, не такой-то прям и распил. Сколько процентов он ходит? 10%. Я понял. Тут чисто из-за вот этого роста, где из-за роста. Кажется, что вот здесь цена практически не ходит, но на самом деле этот рост был очень большой, да? Сколько она дала? 2 икса просто за час или даже за 10 минут. За 10 минут цена выросла на 2. И это не какой-то щиток. Это что-то, что торгуется на Binance. Ясненько. Так, посмотрим. Кстати, я рассматривал здесь сделки в шорт. Посмотрим.
Так, а ну-ка немножко увеличим, что здесь происходит. Тут импульсы. Два очень волатильные монеты, очень. Тут нужно максимально осторожно заходить, и тут не нужно ждать больших откатов, потому что маленький даже откат в процентном соотношении дает большое движение. И поэтому я думаю, тут люди с большими плечами уже, кстати, возможно, не так сильно сидят, потому что долго их выносило. Хотя нет, это, думаю, плохая логика. Ладно, нужно будет дальше думать за этим, но пока оставлю его, посмотрю, что еще есть. Так, это у нас первое в топе по за час по изменению в процентах. Посмотрим. Тут на хаяк все стоит. Ну, давай чуть ближе посмотрю вот эти, которые стоят на месте. Сун и Цетус. Сун и Цетус. И давай открою Цетус. Цетус есть. Опыт Цетус. Он сильно волатильный или нет? Сколько он ходит вот здесь? Процент. Ну, кстати, такой средний. Ой. Кстати, если сейчас начнет вот здесь опускаться, то, как по мне, хорошая точка захода в лонг. Чисто потому, что был очень сильный рост в глобальном. Вот находится этот график и монета в нисходящем таком канале, и люди больше будут склонны шортить. Тем более не было никаких откатов, остановок и ничего. Все это время был просто тупо плавный рост вверх. И люди, которые хотели шортить, они начнут хвататься за малейшие установки, за малейшие откаты вниз, начнут заходить. Потому что есть вероятность, что такое же будет плавный или не плавный, но, грубо говоря, просто движение вниз. Ладно, посмотрим, как цена будет подходить. Будет ли давать возможность зайти в шорт. И посмотрим, сможем ли мы найти точку входа себе. Так, и это Сун. Сун. Кстати, Сун что-то похожая ситуация. Но тут уже был не такое большое движение. Есть какие-то откаты по пути. Сун мне что-то не нравится. Сон мне что-то не нравится. Так, ладно, вот здесь. Мгм. Так, ты давай. Ну, тут пахнет сделочкой. Давайте посмотрим дальше за ним. Но мне нужна остановка и какая-то возможность. Ну вот здесь, кстати, дали зайти в лонг, и вот здесь. Поэтому сюда точно должны сходить. Это сколько процентов? Но я не уверен, что прямо сейчас. В теории, если сейчас мы снова будет импульс вверх и где-то вот здесь цена постоит, то так же бы заходили лонгисты. Но по движению цены, потому что она очень резко идет, скорее всего, мы сейчас просто выбьем стопы. Она немножко поздновато увидела этот график. Даже когда первый раз смотрел, тут уже началось было падение. Не нужно было тогда заходить. В любом случае, там соотношение получилось бы не такое хорошее, как хотел. Ладно, тут-то. Тут-то все хорошо, кстати, снизу. Интересно, дойдет до вот этого такого нижнего уровня поддержки? Будут ли заманивать здесь людей в лонг? Посмотрим. Опа, OGN. Это прямо сейчас выстрелил. Так, быстренько OGN. Это значит, у нас сейчас летает. Давайте-ка посмотрим.
А нет, не только что, значит, скринер почему-то только добавили. Я думал, это в моменте, она прямо сейчас начала рост. В принципе, похожий график. Ну, какой-то малоликвидный, что-то рваный. Не, мне он не нравится. Не нравится. Так, так, так. Аниме. Снова в топе. Вчера постоянно его смотрел, но так я не торговал. Просто точки входа не было. А он прям любит летать. Стоп, 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 стоп. Ой, 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 отмена. А что это? LA. LA. Кстати, ладно, пока пусть это доставим. Открою в новой вкладке LA. А это новый график. Так, как мне обновить? Как мне обновить, э, чтобы добавились новые фьючерс? Вот так кажется. И теперь LA, по идее, должен быть. LA. Есть LA. Отлично. Стоп. И сразу небольшое сделать для себя проверочку. Это каждый стакан придется обновить или оно... Оно, наверное... Да, придется каждый обновить. Ладно. Давайте сразу посмотрим на графики. И когда будет время, обновлю стакан, чтобы монеты добавлялись. О, монетки всего 5 часов. Мгм. Ходит она... Ой-ой-ой, сильно летает. Почти 10%, чисто вот это движение 8. Так, это мне уже также нравится. Давайте поставим ее к этой. 4% просто. С момента, как я увидел. Эх, ладно. Так, 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 давайте посмотрим, что здесь еще есть. Интересного. LA добавлено, Chain добавлено. Аве. Но только это не то Аве, что вчера смотрели. Это через W. Блять. Еще раз. Аве мискликнул и случайно открыл другую монету. Ой, ой, какой хороший график. Че по процентам он ходит? Еще и нормально двигается. Отлично. Так, 3 монетки пока. Те, за которыми я активно наблюдаю, вот РВН, АВ и LA. Боже, так. Почти все из них прям летают очень сильно. А по объемам есть какие большие объемы? Кстати, здесь вот этот же LA. Ну, всякие биткоины, эфиры, соланы. Кстати, на биткоин на эфире я прям очень красивой ситуации, которой я торгую, прям не вижу. Ну ладно, так и так. Будем смотреть. Вот тут. Кстати, в идеале сейчас просто любая остановка цены какая-то. Прям только нужно, чтобы цена остановилась. А она не останавливается. Просто какие-то конские движения. 2% за секунду. Ну, за секунду, за 2 минуты. Но все же. Ладно, хорошо идет. Мне нравится. Давайте смотрим здесь.
Не, мне вот не нужно, чтобы оно под этим уровнем долго держалось. Там под 1.35. Если вот здесь начнет ходить, тут уже куча будет неуверенных людей. Начнут заходить в шорт, потому что вот здесь особо прям мотивации лонговать я не вижу. А если начнет как-то вот плавно там двигаться вверх в этой зоне, скажем так, выше зоны поддержки какой-то, то там бы люди уже начали заходить, как мне кажется, в лонг. А я тут больше склоняюсь к шорту. Только в этом случае я б рассматривал бы сделку. Посмотрим. Тут просто стоит на месте. Я не понимаю. Тут нужно какие-то несколько резких движений, чтобы задать темп или в эту сторону, или в эту. Чтобы немножко смотивировать людей. Потому что тут непонятно, сейчас начнется палка вверх, и мы полетим, либо какой-то распил вниз. В идеале вниз, потому что есть общие. Кстати, стоп. Кстати. Ой-ой-ой. Мы и так очень низко. Надо. После такого движения особо никто не будет верить, что это конец, конец падения, и прямо сейчас без отката мы начнем расти. Поэтому я просматривал бы здесь сделку в лонг, чисто потому что, как мне кажется, тут будет больше шортистов. Посмотрим. Тут остановки пока нету. Остановочка есть, но нужно чуть побольше подождать. Так, тут пока тоже рано, и тут рано. Давайте посмотрим еще что-то. Если в скринере нету монет, то буду смотреть просто по графику. Так, кто-то что-то сообщение написали мне. Нет, это просто оповещение. Так. Давайте. OGN. Кстати, у меня что-то добавлено, да? Или я убрал? Я убрал. OGN. Вот, чувствую сейчас. Будет много сделочек в этой торговой сессии. Так, OGN. Открою. Зря закрыл. Там что-то у нас снова попало в топ. Поэтому... помню. Просто мне особо не понравилось тут, что график рваный. И как-то такое чувство, что здесь просто особо и не торгуют. Да, ну, кстати, вот, да. Все это движение, вот и процента нет. А если с самого низа, тут сколько? 2% все, весь этот рост? Да, не зря я его откинул. Тут просто 2% весь этот рост. А остальные монеты ходят в минуту. Вот здесь вот это маленькое движение, это уже 2%. Это 2 минуты. 3. Поэтому... Она мне не сильно нравится. Тут, чтобы пойти стопы выбивать или заманивать лонгиста или шортиста, нужно очень много времени. Не зря я ее откинул. Так. Ну ладно, так еще раз посмотрим. Проснулся только недавно. Еще зеваю. Так. Тут я хочу в лонг зайти. Но для этого мне нужно, чтобы она начала активно
рисовать какую-то страшную картину на продолжение движения вниз, но такое пока не предвидится. А тут уже сломала какой-то восходящий канал, и тут уже могут рассматривать люди точки входа в шорт. Ну, посмотрим. Но это я так чисто мысли вслух озвучиваю, что по ходу анализа они будут меняться, по ходу развития графика. Это нет, это... Это, прикольный график. Вот на часовике вообще красиво так выглядит, как нарисованный. Просто падение и плавненький такой отскок. Красиво. А то, кажется, ЛПТ вчера топ-1 по росту, сегодня он пока остался еще в топе, он топ-2. Но все равно прикольно смотрится. Вот за РВН я бы наблюдал сейчас более активно. Мне кажется, тут первая ситуация будет. Потом за LA. Ну, давайте пока еще посмотрим, что у нас здесь сегодня двигается. Вот же мы добавили. Ох, так, это что у нас такое? Просто коридор. Ай. Так, тут нужно буду ждать слом. Немножко закрепления выше вот этого нисходящего канала. Если начинается закрепляться, тут уже толпа начинает лонговать, потому что вот возле зоны поддержки нисходящий канал такой сломали. И вот здесь примерно я бы заходил бы в шорт. Если дадут такую возможность. Будем ждать, мы эту монетку оставим. Мы будем смотреть на другом месте. Стоп. И я хотел, как раз пока время есть, пообновлять, чтобы новые монеты подтянулись. Фьючерсы. Все тагер, фьючерс, окей. Вот LA, и тут нет LA. Поэтому мы... Тут есть еще две монеты, еще на двух вкладках нужно добавить. Так. Есть и... Есть. Отлично. Так. Блин. Будет ли вот здесь какой-то, кстати, вот здесь я бланганул, только мне нужно... Мне нужно, чтобы нарисовали красивые падения. Так. А вот здесь я хотел шортить. Но тут нарисовали вот такое падение, поэтому тут уже, возможно, и шортить не самый хороший вариант. Тут мы ждем, а тут я могу посмотреть еще какую-то монетку открыть. Тут OG, стоп, OGNG. OGNG я смотрел это. Блять, потерял. Вот так. Или это я не его смотрел? Возможно, я и не его смотрел. Сколько тут движения, как оно ходит. Оно довольно-таки волатильно. Мне нравится. Блин, вот здесь как будто смотрится смарт шортануть. Но мне нужно, чтобы хоть была какая-то несколько зеленых свечей.
И тут будет у нас первая сделка, я прям чувствую. И почему снова у меня вот здесь стакан сбитый не такой, как вот здесь? Ай, параметры. Нет, основные настройки 4. 10 размер шрифта, а тут-то. Ну, это основные, по идее, они везде такие же, да? 10 и 14. Ну да, я не понимаю. Так, опа, опа, опа. Первая зеленая свеча, отлично. Только очень быстро мне не нужно. Мне нужно плавненький, маленький и остановка цены. Плавненькая и маленькая. Но... Не, кстати, сойдет, если вот здесь небольшой, и потом его откуплять. Этот откат. То будет с кайфом, зайду. Но нужно еще несколько минут. Да, так, тут все ясно. А здесь я хотел шортить. Но что-то мне... Дай мне здесь побольше свечей. Блин, да тут такая волатильность, что здесь просто... Не, хотя да, мне нужно ждать остановку цены, чтобы дала возможность большему количеству людей зайти. Пожалуйста, дай откат и выкупи его. Будет вообще идеально, я захожу в шорт. Кстати, вот эта монета у меня прям для быстрой уже торговли, скоро сделка. И тут, где еще была монетка, вот это у меня. Давай так, третья и пятая вкладка. Так, тут глубоких... Кстати, глубокие откаты могут быть, чисто для красоты. Но главное, чтобы перехая не было. Какой-то небольшой откат вверх и снова выкуп вниз будет приветствоваться. Здесь мы просто ждем. Также жду просто выкуп отката. Тут-то все двигается. Тут-то, кстати, возможно, уже начинает ускоряться цена понемножку. Посмотрим. А тут это будет очень долго. Какой-то не очень волатильный актив. Ждем, ждем. Тут ничего такого у нас нового. Хай-фай какой-то выстрелил. Хай-фай. У меня, в принципе, тут уже все монетки заняты. Я больше 5, наверное, открывать и не буду, потому что там уже теряешься между ними. Опа, так, вот здесь же, как говорил, идеально, чтобы перехай не было. Если сейчас его вкатает, вообще будет круто, классно лонгануть вот здесь. Давай без перехая, пожалуйста. Это будет просто идеальный расклад. Если нет, будем дальше ждать. Объясняю почему. Как мне кажется, это будет хороший вариант, потому что если вкатает его, автоматически будет такое, скажем так, чувство, что прям покупатели не такие сильные, подошли к зоне сопротивления, продавцы начинают выкупать, есть больше вероятно, что сейчас начнется сильное движение. Сколько тут? 2%. Зайти на пол позиции или на... Ладно, зайду вначале на пол позиции. Вот здесь примерно 55,7. Поставлю лимиточку. Может заберет каким-то сквизом.
Не, можно еще одну красную свечу, пожалуйста? Я хочу вот здесь зайти. Возможно, даже на полную позицию. Так, красные это будет примерно в 61. То есть давайте поставим вот сюда. Пробой 60. 60 должно пробить, я думаю. Точнее, 36. В идеале, чтобы вот да, чуть ниже этой свечи мы посидели, подождали. Давай только не... Это график просто он очень быстро летает, он может не давать прям вот таких долгих накоплений, как я люблю давать возможность зайти, потому что тут люди быстро могут торговать. Это зеленое ни про что не значит. Тут, кстати, также, я думаю, большинство продавали, просто потому что перед этим очень страшная красная свеча была. Поэтому эту зеленую я не рассматривал так, что там лонгисты какие-то сидят. Ну, так. Если вкатает сейчас, я зайду еще на вторую часть позиции. Можно я увеличу? 62 где-то я. Стоп, стоп, стоп. У меня стоп в 1,2 должен быть. То есть примерно вот здесь. Так. Она забирает вот этот объем. Если забирает, ну да, 62 думал где-то лонговать. Посмотрим. Ну вот я жду. Take profit это вот этот перехай примерно. 1 к 1, как я и планировал. Так, ну я думаю зайти еще и на вторую часть. Не, ну да, кстати, тут прям хороший вариант. Примерно выше 60, если сейчас поднимется, я зайду и на вторую часть. Ждем. Блин, вообще идеально рисует. Я, возможно, даже и здесь бы зашел. Но пока мне очень нравится для лонга. Цена резко не идет, остановки вот такие делает все. Так. Только можно, пожалуйста, не очень прям резкий импульс. Такой, типа, быстрый, но чтобы я успел зайти. Если вверх сейчас полетит. Все, зашел на вторую часть. Хотя я, кстати, не дождался пробоя 60, но испугался. Испугался быстро объема. И стоп мы перемещаем примерно вот сюда. Тут уже 1 к 2 получится или 1 к 3. Хотя, наверное, давайте вот так. 1 к 1,5 будет соотношение плюс-минус. Вроде довольно неплохое. Так, насколько токенов зашел? 88,1. Так, давайте вот здесь в токенах 88.1. Все с кайфом. И теперь, по идее, у нас перехай. Ну, наверное, вот 39,2 где-то поставлен. Вот тут будет хорошо. Можно даже немножко выше, но мы не будем наглеть. Кстати, вот этого импульса я и боялся, поэтому зашел чуть зараньше. Потому что понимал, что может такая быть ситуация.
Давай, забирай. Будет, кстати, быстрая сделочка. Сколько здесь в долларах? У меня 3. А я рискую 1,7. Ну, плюс-минус чуть меньше, чем 1 к 1,5. А что, тут даже вот здесь будут набирать шортистов или нет? Сколько здесь в процентах? Возможно, кто-то сейчас захочет зайти. Типа там на какие-то перезаходы разводят. Но не знаю, кстати. Я вот здесь еще наблюдал. Наблюдал. Пока мне очень даже нравится. Можно, пожалуйста, еще какой-то такой мини-импульс вверх? На процентик было бы идеально. Я зашел бы своим основным объемом. Примерно вот по этой, по 602. По 602. Ну, блин, ну тут вообще не факт, что она туда подойдет. Кстати, вот и импульс сразу случился. Потому что уже вот здесь, да, стопы, как по моему мнению, за 59 стоят. Поэтому если его пробивает, тут я не буду смотреть. Что тут у нас сделочка? Ждем. Пока все идет даже очень даже хорошо. Стопы не сняли. Хотя тут, кстати, я даже не знаю, ставить ли стопы, когда очень большие движения в процентном соотношении. Там обычно стопы люди даже не ховают за какие-то, скажем так, максимумы, минимумы. Потому что если там зашел даже вот здесь примерно чел с 20 плечом, ликвидация 2%. Ну, 2% это будет вот здесь даже перед этим, перед максимумом. Ну да, немножко перед. И это уже примерно ликвидация. Поэтому нужно смотреть. Но вот здесь то, что цена остановилась, вообще круто, классно. Те, которых выбили именно вот этим импульсом, они могут зайти сейчас с маленьким стопом, снова перезайти в шорт-позицию стать. Будет вообще круто, классно. Может даже поставить немножко больше тейк-профит. Ну ладно, не будем наглеть. Пусть пока стоит так. Тут у нас, тут выбил, как я и думал, но, к сожалению, здесь я не зашел. К сожалению, здесь я не зашел. 2% импульс. И если бы дало возможность зайти вот здесь, то это 3% примерно было. Но я бы вышел лимиткой чуть даже ниже. 1 к 2 бы здесь было. Ну и ладно. Так, тут-то мы ждем. Тут-то пока. Кстати, похоже, сейчас будет закрываться сделка. Давай. Просто пронаблюдаем за этим вообще. Круто, классно, когда на глазах прям доходит до тейк-профита. Это какое-то получаешь эстетическое удовольствие. Вот я именно вообще как смотрю за своими сделками, и когда просто цена идет, я пытаюсь понять, почему, например, свеча идет, например, медленно, или почему она идет быстро. Пытаюсь подвязать какие-то, например, здесь там заходят люди, или здесь там какой-то крупный человек выходит, заходит. И строят такие разные теории в своей голове, и просто со временем они какие-то мало менее вероятные отпадают, а более вероятные закрепляются. Ну, и, соответственно, от этого уже какие-то выводы делаю. Давай, небольшой импульс должен быть, чтобы там размазал еще каких-то. Или выйти здесь и... Нет, тут закроет само.
Знаете, я боюсь, а хочется просто руками закрыть. Ладно, наверное, я руками закрою. Все. Не, она тут пойдет, но меня тут уже напугали, я немножко недополучил. Ну, я просто руками закрыл, потому что бывает это доходит почти и начинает вот здесь возня какая-то. На все, вот, кстати, профит бы сейчас был. Но я просто так же много сделок бывало таких закрыл, прям перед профитом начинает разворот, и еще идти куда-то я лучше не дозаработаю там пару центов. Там немного в процентах это будет, поэтому сделку уже закрыл в профит. Так, посмотрим. Кстати, за 4, да, люди ставят стопы. А ну, интересно, 4 пробьет этим залпом? Ой-ой-ой-ой. Да, мог и ставить за 4. Запомним. Запомним такой моментик. Так, тут у нас цена просто остановилась после падения. Кстати, я бы здесь зашел. Вот, кстати, на двойной объем. Чисто потому, что вот можно здесь маленьким стопиком пытаться зайти, взять большое движение. И примерно take profit на какой здесь минимум? 84 на 83. Так, сейчас выставить в токенах. 4.0. 81. На 83 я говорил где-то, да? Ой, давай 82. Заберет меня 82? Пожалуйста. Ну, что-то в меня... Ладно, 83 ставим. Все, закрыл. Еще одна небольшая сделка. Но это прям какая-то очень быстрая. Я зашел на повышенный объем. Но сделка в любом случае была очень быстрая. И поэтому я не уверен, что тут очень много получилось. Но сейчас статистику откроем. Это токен OGN. Давай я в другом окне. Давай я открою статистику вот в этом окне. Статистика. OGN, ну что-то разбило его на части. Сейчас пытаюсь разобраться. Так. Ага, тут было аж 4 разные. Ладно, на 4 разными частями закрылась. Прибыль 40 центов, 50, еще доллар. Это примерно доллар 50, 52 доллара. Я ожидал меньше с этой сделки. Но я зашел на повышенный объем, но все же неплохо. Так, с какой у меня баланс? Две профитные сделки может и закончить. 126. Было 122 плюс 4 доллара. 4 доллара это примерно сколько там? 3% где-то к депозиту. В принципе, сейчас посмотрю вот здесь. Ну, это сейчас нужно все монеты снова искать, что-то подходящее торговать. Поэтому, наверное, буду я на этом заканчивать именно вот эту торговую сессию. Остальные монеты или долго ждать, или вот такие волатильные, которые я торговал, нужно прям ждать новую ситуацию. Также что пытаться предсказать, но пока. Плюс две закрытые сделки в профит. На этом можно остановиться, какая-то морально отдохнуть немножко. И, пожалуй, на этом закончу вот эту. Это получается третья торговая сессия, которая была у меня под запись. Хотя в сумме, кстати, я вот на этот депозит сколько? 3, сегодня пятый день идет. Пятый день. Вот так вот. Так что спасибо всем, кто смотрел. Давайте, пока.